Здравствуйте, любители BTS. Почему Чингук внезапно публично высказал свое мнение о ситуации, которая произошла с Тэхёном в Париже? Почему глобальный идол, который был очень осторожен в своем публичном повествовании, теперь говорит в другом тоне, более эмоциональный, более напористый, даже почти полный гнева? Что на самом деле случилось с Ким Тэхёном, что заставило Чон Чингука вмешаться? И почему этот инцидент заставил поклонников BTS и международные СМИ начать сомневаться в официальном повествовании с разных сторон? Эти вопросы теперь звучат не только среди поклонников К-поп, но и на международных дискуссионных форумах по поп-культуре, после шокирующего заявления Чингука в эксклюзивном интервью, которое транслировалось в выходные дни. В менее чем 15-минутном интервью Чингук не только рассказал о своей индивидуальной деятельности, но и включил серьезные комментарии о неподобающем обращении, которое Тэхён испытал во время посещения некоторых мероприятий в Париже некоторое время назад. Не зря это заявление сразу же стало центром внимания. Тэхён, более известный под сценическим псевдонимом Ви, является одним из самых популярных лиц в мировой индустрии развлечений сегодня. Его присутствие на престижных модных мероприятиях, таких как Неделя моды в Париже, не является чем-то новым, но в отличие от предыдущих выступлений, которые были полны положительных моментов, на этот раз публика почувствовала, что что-то не так. Отсутствие Тэхёна на нескольких сессиях, холодные выражения, записанные камерой. До общения между ним и рядом организаторов. Большинство СМИ изначально подчеркивали этот вопрос как техническую проблему или общую усталость, но поклонники BTS, которые, как известно, очень тщательно читают выражения и язык тела идола, уловили другой сигнал. Особенно, когда разрозненные короткие видео показывают моменты, когда Тэхён выглядит неловко, как будто он хочет уйти от центра внимания, даже чувствует себя некомфортно из-за ситуации вокруг него. Начинают появляться спекуляции, что происходит на самом деле. Что делает заявление Чингука на этот раз таким важным, так это не только потому, что он говорил, но и потому, что он говорил необычным тоном. Он назвал опыт Тэхёна чем-то, что никогда не должно произойти, особенно для того, кто внес большой вклад в лицо корейской культуры на мировой арене. Не объясняя четко, Чингук также намекал, что уважение не дается так, как должно быть. Это не пустое предложение. В южнокорейском мире развлечений, особенно на глобальном уровне, таком как BTS, все заявления, сделанные общественности, проходили через очень строгий процесс отбора. Поэтому, когда такой член, как Чингук, открыто выражает эмоции и критику, это сигнализирует о том, что существует проблема, которую больше не может быть скрыта. Несколько источников, близких к европейским агентствам моды и отраслям, начали высказываться неофициально. Анонимный источник крупного модного журнала в Париже сообщил, что существует напряженность между местным руководством и некоторыми организаторами мероприятий, которые якобы не предоставили надлежащие протоколы безопасности для Тэхёна, вопреки обращению, полученному со стороны других международных знаменитостей, которые посетили то же мероприятие. Произошли некоторые внезапные изменения в расписании и местах, и это, казалось, заставило некоторых делегатов из Кореи чувствовать себя некомфортно, сказал он. Эта проблема еще больше усугубилась, когда международные пользователи сети начали изучать записи и документацию с разных точек зрения. Одно из видео, которое стало вирусным, показало, как Тэхёну пришлось идти одному без сопровождения охраны за пределами места проведения, в то время как других гостей сопровождали офицеры. Хотя он выглядел спокойным, выражение лица Тэхёна на видео показало напряжение, которое не удалось скрыть. Многие фанаты называли его слишком тихим для размера Тэхёна, фигура, которая обычно харизматична и выразительна перед камерой. Что еще более удивило, так это предположение о том, что организаторы изменили несколько важных решений в последнюю минуту, включая место и появление Тэхёна на красной дорожке. Несколько корейских модных влиятельных людей, которые посетили то же мероприятие, сказали, что было вмешательство определенных сторон, которое вызвало хаос в рассадке. Тэхён должен был сидеть в первом ряду с другими глобальными послами, сказал один из источников, но его внезапно перевели на другую сторону без предупреждения. Молчаливое отношение HYBE, агентства, которое контролирует BTS, также вызывает вопросы.
В нормальных условиях HYBE, как известно, довольно отзывчивы в решении вопросов, касающихся целостности их артистов, но в этом случае, до более чем недели с момента инцидента, не было официального заявления, объясняющего ситуацию. Спекуляции становятся дикими. Некоторые обвиняют HYBE в сокрытии информации, чтобы поддерживать коммерческие отношения с организаторами недели моды. Когда общественное давление усилилось, только тогда появилась реакция не от агентства, а от самого Чингука. Его заявление в интервью не только раскрыло реальность, которая была скрыта, но и стало формой солидарности с Тэхёном, который, как известно, очень скрытно относится к своим личным чувствам в общественном достоянии. «Мы братья, а не просто коллеги. Если кто-то относится к одному из нас неправильно, это проблема для всех нас», сказал Чингук в интервью, которое теперь было переведено на более чем 20 языков и распространено мировыми СМИ. Интересно, что реакция со стороны индустрии моды также начинает проявляться. Некоторые бренды, которые ранее публиковали фотографии и документации мероприятия, начали удалять определенные сообщения с участием Тэхёна. Это вызвало новые предположения о том, что может быть давление со стороны определенных партий, чтобы сглабить присутствие Тэхёна в официальной документации. Тот факт, что фотографии были удалены без объяснения причин, только ухудшил общественное восприятие. С внутренней стороны ARMY, прозвище для поклонников BTS, начало изучать возможность саботажа или более глубокого конфликта интересов. Предположительно, одно из соперничества между агентствами или между люксовыми брендами произошло за кулисами, и Тэхён стал жертвой этой молчаливой войны. «Это не может быть все случайно», — сказал фанат на платформе сообщества. «От изменения расписания, перемещения мест до неадекватной безопасности, все слишком систематически, чтобы считаться технической ошибкой». Что также следует отметить, сам Чингук на этот раз не присутствовал на неделе моды в Париже, но он активно следил за развитием событий и знал достаточно деталей, чтобы сделать резкие комментарии. Это показывает, что имеющаяся у него информация является не только личным мнением, но и проходила через внутренние дискуссии среди членов. Это не первый раз, когда BTS демонстрирует такую солидарность, но на этот раз контекст другой, более международный, более политический и более рискованный. Эта ситуация также открывает более широкую дискуссию о том, как азиатские художники, даже на пике своей популярности, все еще сталкиваются с формами неравного обращения на мировой арене. Многие люди говорят, что если к такой большой фигуре, как Тэхён, можно относиться без разбора, а как насчет других азиатских художников, которые не имеют такого большого влияния. Некоторые аналитики поп-культуры назвали это событие поворотным моментом в повествовании о глобализации корейской индустрии развлечений. С одной стороны, присутствие звезд К-поп на международных мероприятиях переосмыслило стандарт популярности и влияния, но с другой стороны, шоу показывает, что принятие азиатских артистов все еще сталкивается с невидимыми ограничениями, которые появляются в форме бюрократии, тонкой дискриминации и промышленной политики. Теперь, со все более острым вниманием СМИ, давление на организаторов, чтобы предоставить прозрачные объяснения, еще больше. Несколько информационно-пропагандистских агентств даже предложили провести независимые расследования этих событий, выделяя аспекты защиты прав художников на международных мероприятиях. Если не обращаться с этим осторожно, этот случай может стать плохим прецедентом, который влияет на репутацию европейской индустрии моды в построении межкультурного сотрудничества. Но среди всех спекуляций и общественного гнева ясно одно: смелость Чингука выступить изменила повествование. То, что изначально выглядело как техническая ошибка, теперь превратилось в вопрос честности и справедливости. Во все более связанном мире голос одного человека может поколебать систему, особенно если этим человеком является Чон Чингук. Сюрприз за сюрпризом все еще возможен. Но один вопрос все еще висит в воздухе. Это только начало раскрытия чего-то большего за гламурным миром, который всегда кажется идеальным. Если и есть что-то, что было доказано этим событием, то это тот факт, что глобальная популярность не всегда гарантирует справедливые отношения. Дело Тэхёна в Париже – это не просто перемещение стула или игнорирование протокола безопасности, а скорее отражение продолжающегося неравенства в системе, которая претендует на то, что является инклюзивной, но тайна отчуждения.
В то время как южнокорейские лица, такие как Тэхён, художники мирового класса, глобальные послы люксовых брендов и миллионы уважаемых общественных деятелей, все еще сталкиваются с неоднозначным обращением на мировой арене, тогда явно есть что-то, что нужно демонтировать, пересмотреть и тщательно улучшить. I've been making changes for the ages. 5, 10